Раз, два, готово. Здравствуйте, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода, как всегда. Мы находимся в НСК Ранчо, Новокуйбышевский стрелковый клуб. Григорий Александрович, физкульт. Пожалуйста, у нас сегодня интересная очень мелкашечка, соболь. Я бы даже сказал, такая, ну, может быть, не эпохальная, но очень образующая, наверное, свой класс. Вот так вот. Сейчас расскажем, покажем. Начнем. Вот она мелкашечка, да, у нас. То есть это калибр 22 ЛР. Ну, это 5,6 и маленькая-маленькая гильзочка. Многие относятся к этому оружию, ну, знаете, как к пневматике, условно говоря. Как, может быть, ну, с таким каким-то вот пренебрежением там или еще что-то. Ребят, это совершенно неправильно. У нас, кстати, тоже про мелкашечку, про тозик есть видео, ссылочки в описании, и вот здесь сейчас ссылка будет, ну и в описании тоже. Мы там попробовали, в принципе, на пробойность, на убойность ее, там с 50 метров, по-моему, мы стреляли. Я вам скажу, граждане, это оружие. Название оружия «Соболь» говорит само за себя. Это промысловое, нарезное, мелкокалиберное, да, скажем так, оружие. По современному закону, сейчас 2023 год, вы его купить можете очень нескоро. То есть исполняется вам 21 год сейчас. Вы можете себе оформить разрешение на гладкоствольное охотничье оружие, не более 2 стволов у которого, первые 2 года. Через 2 года вы можете себе уже купить полуавтомат, да, или там помповый дробовик. Соответственно, а еще через 3 года вы можете себе купить вот такую замечательную вещь. То есть не раньше 26 годков. Но это тем, кто не служил в армии. Тем, кто служил в армии, господа, уточняйте лучше в Росгвардии, потому что, я скажу честно, я запутался. Вот просто запутался, врать не буду. По-моему, можно сразу после армии, но оно и логично. Но я могу ошибаться. Лучше уточните в Росгвардии. Дальше. Поехали про само вот это оружие. Чего здесь необычного? Вот здесь интересная очень перезарядка, да, так называемая, как-то она там кривошипная, что-то там, ля-ля-ля, затвор. То есть обычно у нас с вами в таких вот, да, в таком классе, ну, карабинов, что ли, назовем так, да, мелкокалиберных, используется болтовой затвор. Здесь у нас, как в биатлоне, используется вот такой перезарядка вот такого интересного, как-то там, мужики, называется кривошипный. Ну, сейчас посмотрите, я тут напишу. Вот так называется. Вот. То есть, это с 80-х годов у нас биатлонисты все, да, вот так вот стреляют интересно. Это нам дает очень быструю скорость перезарядки. Значит, цена на данный момент, я посмотрел, от 30 тысяч до, по-моему, 70. То есть зависит от того, как он выглядит, от комплектации, ну, еще, наверное, от каких-то вещей. Чего интересно, особенность какая? Вот в этой модели, кстати, этого нет. Но встречаются модели вот этого Соболя, у которых в прикладе, вот здесь, на 2 магазинчика еще, ну, места специальные, да, такая планочка, вот картиночку сейчас мы приложим. Вот здесь раз и 2, все. Очень удобно. То есть, когда вы в перчатках на охоте, да, в зимний сезон, а у нас в России зима минимум полгода, это я вам как мотоциклист заявляю, в перчатках, ну, вы эти просто вот посмотрите, вот, маленькие патрончики, ну, просто вот как вот, ну, можно, конечно, взять, но это будет прям целая вот проблема, да, скажем так. А когда вы с собой на охоту, да, там пачечку в карман положили на всякий случай, 3 магазина сразу оснастили, один, соответственно, сразу установили на место непосредственно. Предохранитель, кстати говоря, вот он интересный очень, очень удобный. То есть вот вы пальчиком достали, вот он отжали, достали, все, очень удобно. И у вас с собой, вы знаете, что у вас 15 выстрелов. А поскольку это у нас все-таки такое промысловое оружие, ну, выстрел, как правило, один. Ну, смотря за кем вы идете, да, там и так далее. Если там 5 единиц, так сказать, мелкого зверя хотите взять, соответственно, 5 выстрелов. Если один выстрел. Вот, соответственно, у вас всегда с собой 15 магазинов. 15 зарядов в 3 магазинах. Магазин, соответственно, на 5 у нас выстрелов. Но здесь этого нет. И это грустно.
если честно. Я думал, что есть. Вот. Магазинчик, кстати, у нас вот он. Он у нас легким движением руки отстегивается. Он такой вот игрушечный. Да, маленький. Вот он. Здесь вот специальная кнопочка извлечения. Вот. Ну и в принципе все. То есть здесь у нас вот для ремешка. То есть, да, можно ремешочек закрепить, когда мы с вами идем на охоту, и потом нужно нести, например, очень упитанного зайца, или там крайне упитанного соболя. Вот, его раз на плечико, зайчика, пожалуйста, за ушки там или за что, все, и погнал. Ствол здесь, обратите внимание, короткий. То есть это модификация с коротким стволом. Модификации бывают разные. Ну, что нам дает короткий ствол? Блин, из преимуществ, наверное, только то, что он легче, просто-напросто. Потому что ствол прям серьезный, будем говорить, очень хорошая сталь, он тяжелый. Ну, соответственно, плюс 10 сантиметров, это плюс сколько-то грамм. Вот и все. Соответственно, опять же, чем ствол короче, тем на меньшее расстояние вы можете совершить прицельно хороший выстрел. Но... Повторимся, все-таки это мелкокалиберное оружие. Ну, его, я почитал там форумы, с мужиками, опять же, пообщался. Ну, 120 метров. Ну, некоторые, конечно, пишут, что 150, но тут, честно говоря, у меня вопросы. Потому что 150 метров, ну, это много. Она, конечно, пуля долетит, но насколько она корректно долетит, это большие вопросы. То есть, все-таки работа по мелкому зверю, это, ну, до 50 метров. Кстати, обратите внимание, вот с этой стороны покажу. То есть у нас штатные прицельные приспособления могут быть в двух вариантах. Вот, на 75 метров и на 25 метров. Соответственно, вы свое оружие должны знать, уже настрел у вас, да, какой-то. То есть и вы уже на глаз определяете, на каком расстоянии зверь, соответственно, и производите точный одиночный выстрел. Потому как после непопадания первый выстрел, зверь немедленно куда-то денется. 100%. Если это не кабан. Ну, по кабану лучше таким не работать. Да. Варианта два. Либо зверь капитулирует, либо вы останетесь ни с чем. Если это не кабан, потому как по лесу можно потом здорово побегать. Так вот, история, короче. Третьего дня, значит, покупаю я патроны в магазине оружейном. И, ну, что-то мужичишка берет, смотрю, 22 ЛРчик, вот эти маленькие патрончики. Я говорю, а что ты на кого там, на мышку, там, на кого, на хомячка, мажа на дворе, думаю, ну кого ты стреляешь-то? Он говорит, да ты что, и показывает мне видео. Вот, понимаете, взять бы мне, чтобы вам сейчас показать, попросить переслать, я забыл. Короче, взял он кабана 70-килограммового вот с этой малявочки. Притом у него тозик был, не это. Ну, смысл все равно плюс-минус, да, энергия вся одинаковая, патрон-то один. В ухо. То есть он снимает с тепловизора ночного, прям в ухо кабана, кабан раз, короче, и пригорюнился. Все, капитулировал. Вот такая ситуация. Так что не надо относиться к этому оружию как к неоружию. Это прям оружие. Вот так, господа. Ну, что еще рассказать? Вот этот механизм, кстати, значит, у нас что там, предохранитель, да, включен? Был разработан еще в конце 19 века. Естественно, с США-нцами, как обычно. Устанавливались на разное американское оружие. Вот, кстати, даже на некоторые пистолеты. Вот, сейчас проверим в действии. Я это делаю первый раз. Биатлон смотрю с детства. С дедом еще смотрели, как они там ловко все это делают. Ну, сейчас попробуем. Погнали. Давай, кстати, магазин снарядим. Вот попробуем, кстати, эксперимент прям в перчатках, Коль. Так, магазин у нас... Вот так, значит, вот так патрон. Ага, вот, пожалуйста. Вот у нас сразу проблема, да, в перчатках. Ну, вот, например, взяли. Как вот тут? Вот так, да? Ну нет, в принципе. То есть при желании сделать это можно. Но, конечно, не очень удобно, понятно. Вот отсюда раз-раз, вот так, два, допустим. Вот так, ладно, вытащим побольше. Так, два зарядили. Ну, понятно, мужики, что тут как бы делаем элемент того, что мы с вами где-то на охоте, понятно. Специально перчатки не снимаю, мороз. Ну, короче, мучаемся, но можно это сделать, на самом деле. Все, вроде 5, пожалуйста, приступим. Так, магазинчик вставили, соответственно.
простым и легким движением руки дослали патрончик у нас. И пробуем. Так, у нас стоит на 25 метров, все верно. Готово. Так, а как в биатлоне, как-то они так это... Опа! Готово. Готово. Мимо. Готово. По-моему, все, да. Класс. Что-то я, по-моему, передумал, что я тозик себе куплю. По-моему, я вот это все куплю. Дубль 2. Сейчас будет, никуда не уходите. Вот, ну, ощущения действительно фантастические. Я себя сейчас почувствовал каким-то биатлонистом, который, значит, обогнал всех этих вот там, вот всяких там европейцев. Там, потому что надо их быстрее обгонять, потому что неизвестно, с какой они целью там сзади у тебя плетутся. Зная там, что у них творится. Надо все это быстрее как-то делать. Так, опять магазинчик, соответственно. Ну, понятно, это я так уж. Ага. Пожалуйста. Все. Дозарядочка. И... Ага. Чувствую, прям Губерниев там где-то комментирует, значит. Как я 20-очку уже пробежал. И, пожалуйста. Блин. Ой, господа. Я, наверное, сейчас это мы доснимем. Еще, короче, сниму, что-то я раздодорился. Ну, вот что, пробуйте. Ну, шикарно. Сами видели, как все легко, плавненько. Изумительная точность, учитывая, что я первый раз в жизни стрелял с этого оружия. Поразив все мишени, да. Фантастика. Очень рекомендую. Цена, напомню, от 30 до 70 тысяч, зависит от комплектации. Магазин там никакой, ссылку прикладывать не буду. Просто ведете мелкашку Соболь, он выдает все, что необходимо. Блин, классно. Не забывайте подписываться на канал. Лайки, колокольчики. На Дзен подписывайтесь, на Рутуб подписывайтесь. ВК есть у нас, значит, Телеграм есть, все есть. Почему? Потому что YouTube, скорее всего, скоро ассалям алейкум сделает. И напомню, что мы находимся в НСК Ранчо, что в Новокуйбышевске. Ну еще, мой хороший, плохие комментарии, кто захочет написать, имейте в виду, всех блокирую. Вы на канале Мир это просто. До новых встреч. Пока-пока. Раз, два, готово. Раз, два, кайф.